Знаете, друзья, есть одна довольно типичная история среди автолюбителей. С одной стороны, хочется настоящую внедорожную технику, рамную конструкцию, выносливую подвеску, чтобы можно было съехать с асфальта и не переживать за каждый камень под колесами. А с другой, никто не хочет жить в машине, которая на трассе ведет себя как трактор и трясет тебя на каждом стыке. И вот тут начинается вечный компромисс – либо комфорт, либо железный характер. Хотя, если вспомнить японские модели вроде Mitsubishi Pajero и Suzuki Grand Vitara, они уже лет 20 назад показали, что можно попробовать усидеть на двух стульях сразу. Их конструкция с интегрированной рамой стала таким инженерным мостом между миром жесткого бездорожья и более-менее комфортной повседневной ездой. И вот теперь переносимся в сегодняшний день. Появляется GAC Tramche UE7. И он как будто продолжает ту самую идею, но уже в современной интерпретации. Это первый серийный гибридный внедорожник марки GAC Group, который выходит на рынок уже в третьем квартале этого года. Да, в его силуэте можно уловить что-то знакомое. Намеки на Toyota Land Cruiser здесь явно читаются. Но по сути, UE7 ближе к духовному наследнику Mitsubishi Pajero. Те же пропорции, короткие свесы, массивные углы кузова, мощные расширенные арки и тем самым собранным силуэтом, который своим видом говорит: «Я здесь не только для парковки у торгового центра». И вот здесь становится интересно, сможет ли он действительно объединить два мира так, как это задумывалось много лет назад, и что на самом деле стоит за этим новым гибридным внедорожником. Tramche UE7 – это тот случай, когда дизайнеры явно вдохновлялись иконами жанра, но сделали свой вариант. Сбоку сразу ловишь знакомые мотивы, будто где-то между Toyota Land Cruiser и Land Rover Defender. Но при этом машина не копирует, а скорее играет в этот стиль. Брутальный силуэт, мощные пропорции и ощущение, что перед тобой реально серьезный внедорожник, а не городской кроссовер под оффроуд. Спереди затемненный, массивный бампер, черная решетка и выразительная оптика с дневными ходовыми огнями. По бокам широкие арки, крупные ручки, подножки. Все сделано с акцентом на утилитарность и силу. Сзади классика жанра. Запаска на двери и строгие фонари. И вот эта простота здесь даже играет в плюс, ничего лишнего, чистый внедорожный характер. Но есть один момент, который сразу цепляет взгляд. Над лобовым стеклом установлен лидар последней разработки от Huawei. И это уже прямой намек. Перед нами машина с серьезным запасом по автономным технологиям. Автомобиль создан на новой фирменной кузовной архитектуре Starship Body, разработанной GAC и представленной в этом году. Она сочетает преимущества несущего кузова и классической рамной конструкции. В основе лежит схема встроенная рама плюс многокольцевой силовой каркас. Внутри кузова интегрированы усиленные силовые элементы, обеспечивающие высокую жесткость и прочность при сниженной массе конструкции. Каркас выполнен из сверхвысокопрочной стали и обеспечивает крутильную жесткость до 38 тысяч ньютон-метра на градус, а крыша способна выдерживать нагрузку свыше 10 тонн. В результате получается уровень прочности, близкий к рамным внедорожникам. При этом сохраняются комфорт кроссовера, улучшенная защита батареи и возможность буксировки тяжелых прицепов. По своим размерам UE7 почти полностью повторяет параметры Defender 110. Длина составляет 5045 мм, вероятно, с запасным колесом на задней двери. Ширина достигает 2030, а высота 1933. Колесная база составляет 2900 мм, что обеспечивает достаточно пространства в салоне и стабильность на бездорожье. Кстати, хотя салон не показали, производитель сказал, что он будет исключительно на 5 мест. Снаряженная масса внедорожника – 2330 килограммов, что для своего класса довольно немного. Во многом это заслуга интегрированной рамы. Для сравнения, у Mitsubishi Pajero она около 2155 килограммов, тогда как современные аналоги часто переваливают за 3 тонны. Такая относительно умеренная масса снижает риск зарывания в песке или грязи и делает автомобиль заметно легче при выходе из сложных дорожных ситуаций. И еще пара приятных деталей, которые делают новинку реально удобной в жизни. Здесь стоит адаптивная пневмоподвеска. И есть еще одна полезная вещь – фаркоп с электроприводом.
а по возможностям тянет прицеп до 1600 килограммов, так что можно спокойно думать и про лодку, и про небольшой трейлер. Под капотом новейшая плагин-гибридная система GMC 3.0, однако информация о типе архитектуры платформы пока официально не раскрыта. В основе системы лежит 1,5-литровый турбомотор на 170 сил. Но это только начало истории, потому что дальше включается электрическая часть. Спереди и сзади стоят два электромотора, и в сумме они выдают уже до 544 лошадиных сил. А теперь внимание, суммарный крутящий момент 10 тысяч ньютон-метра на колесах. Максималка 200 км в час. Батарея предлагается в двух вариантах – 28,3 или 46 кВт-часа. На электричестве можно проехать 116 или даже 188 км, а общий запас хода больше 1200 км. При этом расход, когда батарея уже разряжена, около 4 литров на сотню. Но самое интересное – это внедорожная электроника. Тут подключили искусственный интеллект, который управляет тягой так, чтобы машина буквально вытаскивала себя из сложных ситуаций. Даже если три колеса теряют сцепление, система может перекинуть всю мощность на одно единственное колесо, которое держится за грунт. Кроме того, заявлен режим движения на малых скоростях, где крутящий момент кратковременно может увеличиваться до значений в 5 раз превышающих номинальный уровень. Если подытожить, US7 получается очень интересной историей в сегменте внедорожников. По сути, он выходит на одну арену с такими моделями, как Tank 400 или BYD Leopard 5. То есть речь уже про полноценные внедорожники с характером, а не просто городские паркетники. И фишка тут в балансе. Классический, даже немного брутальный внедорожный стиль, и при этом современная гибридная начинка. Такой себе компромисс между старой школой и технологиями будущего. По цене пока официальной информации нет, но китайские профильные СМИ уже прикидывают вилку примерно от 32 до 47 тысяч долларов. И если попадут в этот диапазон, конкуренция будет очень жесткой, потому что за эти деньги уже начинается настоящая битва внедорожников внутри Китая. Хотя дизайн может показаться несколько знакомым или заимствованным, по своим техническим характеристикам и габаритам он уверенно выходит в категорию серьезных игроков на быстро растущем рынке. Теперь главный вопрос – сможет ли бренд предложить действительно конкурентную цену, чтобы заинтересовать покупателей, которые ищут альтернативу более известным, но заметно более дорогим моделям. Спасибо, что провели это время с нами и остались до самой последней секунды. Значит, настоящая страсть к автомобилям у нас общая. Подписывайтесь на канал, не пропускайте новые видео, дальше еще интереснее. Пусть ваши колеса всегда крутятся легко, а бензин никогда не кончается в самый неожиданный момент. До новых встреч в наших видео на канале и безопасных километров на дорогах.